что, друзья, All Powers R2500, это у нас пауэр-станция, 2 киловатта емкости, 2,5 киловатта мощности. И знаете, что у нас есть еще к ней? У нас есть вот такая вот солнечная батарея. Про солнечную батарею расскажу немножечко позже и покажу. Это у нас SP033 от All Powers. Раскладная на 200 ватт. Обалденная штука. Действительно, посмотрим, что у нее там есть в комплектике. Вообще классная тема, на самом деле. Солнечные батареи, вообще тема обалденная. И сегодня вот это вот дело с обзором на канале Технозон. Поехали. Ну, во-первых, что на самой пауэр-станции есть, какие порты, какие тут разные отсеки, какие тут розеточки, свинки, пепы, мы посмотрим немножко позже. Во-первых, подпишитесь на мой канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. А во-вторых, ссылка на эту пауэр-станцию находится в описании под видео. А мы на сайте продавца. All Powers R2500, 2500 ватт, которая сейчас продается. Я покупал из Германии. Ну, вообще договаривался, из Германии мне ее привезли через NP Shopping. Очень удобно, очень хорошо, но теперь смотрите, что у нас заявляются по характеристикам. Емкость 2016 ватт-часов. Литий-феррум полимер 4 с больше чем 3500 циклов зарядки. Это очень классная батарея, это одна из лучших батарей. Максимальная мощность 2500 ватт и полная зарядка за 0,8 часа. Насчет зарядки. У нас есть разные типы зарядки. Имеется в виду, что можно заряжать от 220 и можно плюс заряжать от солнечной батареи. Вы сейчас видите видео, как она заряжается, и мы ее можем заряжать на быстрой зарядке до 2 киловатт в час просто от быстрой зарядки. Именно от 220. Но при этом вы можете подключить еще и солнечную панельку, они будут аккумулировать скорость, и вы сможете заряжать до 0,8 часа вот эту пауэр-станцию. Очень удобно, если, допустим, есть какие-то блэкауты, если вы, у вас она постоянно включена, а в нее есть еще и режим UPS. Она включена, выключили свет, она подхватила на себя вот это вот действие обеспечения вас бесперебойным питанием, потом включился свет, она сама дозарядилась и продолжает работать в стендбай. А если вы еще купили вот сюда вот дополнительных батарей, вы тоже это увидите на распаковке, допустим, 2 по киловаттику, и у вас будет вообще топчик, да, там вы сможете сюда много чего подключить. Сейчас посмотрим, сколько он сможет у нас тянуть. Но дело в том, что здесь еще и немаловажный факт, что здесь чистая синусоида на выходе, а это очень-очень важно. И слушайте, ее ж можно же заряжать. Смотрите, 5 способов зарядки. Переменный ток, солнечная батарея от автомобиля, от генератора, от двойного варианта. Это, например, у нас солнечная батарея плюс тот же самый переменный ток. Отлично. 15 миллисекунд переключения от электросети к источнику бесперебойного питания. Блин, ну, ребят, прикольно. Кстати, у нас в комплекте там практически ничего такого нет особого, поэтому мы здесь не берем с вами, не рассматриваем распаковку. Теперь дальше. У нас с вами, ну вот видите, они показывают, что здесь источник бесперебойного питания. И компьютер у нас, например, 80-ваттный обыкновенный там ноутбук сможет работать 17 часов. Лампочка 50 ватт будет работать 27 часов, роутер 20-ваттный 70 часов, холодильник у нас будет работать 6 часов от 220 вольт, от 220-ваттный, 230-ваттный телевизор 6 часов, микроволновочка 1,2 киловатта 1,1 час, проектор 200-300 ватт 4,5-7 часов, электрогриль, потом посудомойка, стиралка, все это здесь задекларировано сколько часов, вы можете пойти сами почитать, но мы вам сейчас на тестах покажем, как мы к ней подключим датчик, мы подключим кофемашину, и при том немаловажный факт, мы это сделаем, попробуем ее завалить в отключение и проверить, есть ли у нее защита фактически. Потому что написать можно все, а, скажем так, думать, что она есть, нам, честно говоря, нужно это проверить. Вы знаете, доверяем, но проверяем. Мы так и сделаем. То, что здесь есть, мы дальше с вами покажем. А вот насчет у нас солнечных батарей. Вот наша солнечная панелька. Мы специально на улице ее рассматриваем. Открываем. Это ножка. Вот такие ножки у нас есть. Спереди у нас находится, смотрите, сейчас я открою.
У нас спереди находится отсек, чуть неудобно взялся, спереди находится отсек с аксессуарами. В частности, здесь у нас есть кабель для зарядки. Вот он выходит прямо из панелей. И есть комплект у нас универсальных соединений. Вот смотрите, не соединений, а штекеров универсальных. И есть два типа подключений для разных пауэр-станций. Видите? Такой вот и... Сейчас покажу. И вот и на DC. То есть... И вот есть у нас переходники DC на разные типы зарядок. Это очень удобно на самом-то деле. Все классно. Есть инструкция. Все отлично. Давайте распаковываем это все действие. И подключим и посмотрим, что у нас получилось. А вот и сама панелька. Открыли панельку. Раскладываются все ножки очень просто. Их тут 4 ножки, смотрите. И все в сложенном состоянии у нас выглядит вот таким вот образом. Она сейчас подключена к пауэр-станции. Вот так вот у нас выглядит солнечная батарея. Смотрите, сзади 4 ножки, они при этом у нас еще стоят по-разному, потому что в зависимости от рельефа мы можем регулировать. Подключение очень и очень простое, поддерживает параллельное подключение до двух вот таких вот панелей, то есть мы можем две панели, у нас есть еще одна SF200, мы тоже ее подключим, посмотрим. То есть на текущий момент заряжает, не очень солнечный день, но 140 ватт, вот она только набирает 140, 144, 145, она набирает 146. Короче, ребят, заряжает до 200 ватт, спокойненько вытягивает. И вот в параллельном подключении у нас работает две панели, работают отлично. Ну, сейчас, я же говорю, не очень солнечный день, у нас постоянно набегают тучки, поэтому КПД этих панелей примерно там 50, 60, 70%. На текущий момент они тоже пока набирают, 219 ватт уже на текущий момент, 215, 219, но набрали максимально, мы получали до 350 ватт в очень солнечное дело. Но эта панель гибкая. И вот таким вот образом по солнечным панелям у нас работает. Видите, они Solar Input, как они пишут, 1000 ватт максимум в 2 часа. То есть отлично, просто отлично. И у нас есть, вот мы можем подключить параллельно, допустим, 4 панели SF2500. SF200, вот таких вот, как я показывал, гибких, и вы можете купить такие SF200, здесь есть разные варианты, либо две вот таких вот гибких, которые у нас SP033, SP035, а вот у меня это 035 у меня, да, вот SP-шки это 033, а где-то у нас SP035, сейчас я найду, вот у нас монокристаллическая, это вот у нас панелька 0.35, суперовая панель, стоит она 339,99 евро, сама по себе пауэр-станция на текущий момент стоит 1000 евро в скидке. Там Феркауф, по-моему, 23% на текущий момент. Очень удобная штука, подходит буквально для всего. А вот, кстати, показывают блок внешнего аккумулятора. Можно дополнительный аккумулятор подключить. Видите, у нас есть же приложение, тоже покажем. И в спецификации мы видим тип батареи литий-феррум полимер 2016 ватт. И больше тут у нас ничего такого интересного. Слушайте, ну, в общем-то, будем сейчас уже переходить с вами тестировать. Солнечную панельку вы увидите, а нам интересно еще посмотреть на вот эту штучку поближе. Так что перешли. Итак, посмотрим на нее поближе. Сверху у нас ничего нет, поэтому мы туда водрузили наши часики ради красоты. Как-то так выглядит футуристично. Итак, что у нас здесь есть? Изначально мы... А ну, обходи. Давай показываем с той стороны. У нас есть гнездо зарядочки. Само собой, активная система охлаждения с ручкой. Здесь у нас конкретно диффузоры охлаждения. Вот они, пожалуйста. Здесь у нас блок предохранителя. Это у нас для зарядки солнечных батарей. В принципе, вы уже смотрели, как мы заряжаем. Это зарядка 220. Эта штука закрывается, можно выключать, закрывать, если она не на стационарном исполнении. Спереди. Хотя нет, стой, давай с этой стороны покажем. Смотрите, сюда можно подключать дополнительные пауэрпаки. То есть то, что она 2 киловатта по емкости, сюда еще можно как минимум 2 по киловатту, а есть пауэрпаки большие, 2 по киловатту закинули, тут уже будет 3 киловатта. Это просто невероятно, да? То есть классная тема. Здесь тоже у нас диффузоры охлаждения, ручка, и все это отлично сделано, хороший пластик. Пошли сюда. 4 розеточки, 2,5 киловатта мощности, именно мощности. Вот они, пожалуйста, свинки Пеппа замурованные по 10 ампер. Здесь у нас USB output, Type-C по 100 Вт, Type-C, USB-A по 18 Вт, USB-A 12 Вт, 10 ампер, 12 вольт 10 ампер. Есть вот такая вот штука под DC.
да, под обыкновенный DC 12 вольт 10 ампер. Тоже можно подключить. Экранчик. Экранчик информативный. Можно заряжать, отряжать, скажем так, показывает расход батареи, насколько осталось. На каждый блок у нас есть своя кнопка включения-выключения. Втыкаем, заряжаем. Скорость зарядочки, вот вы сейчас видите, у нас до каких-то определенных цифр 2-2,5 киловатта мы получали, пожалуйста, заряжается, нефиг делать. То есть сейчас он пошел под конец зарядки, уже там 447 ватт, это все мелочи жизни. У нас кроме этого есть же еще приложение, вот, пожалуйста, All Powers, которая эта power станция у нас, видите, у нас пусто. Она работает и по Wi-Fi, и по Bluetooth. Мы можем, допустим, по Bluetooth, давайте по Wi-Fi ее подключим. Абсолютно одинаково. Bluetooth и Wi-Fi она будет управляться. Ага, смотрите, видите, no device found. Поэтому мы с вами зажмем сейчас блок USB. У нас включился Wi-Fi и Bluetooth, пожалуйста, через эту кнопочку. И еще у нас, видите, блочок UPS есть. Это, вы же понимаете, в режиме UPS, режиме источника бесперебойного питания, он тоже работает. Смотрим, появилась Power станция R2520 версия 2. Через Bluetooth и через Wi-Fi разница лишь в том, что через Wi-Fi вы можете вне дома управлять. Power-станция Bluetooth это вот здесь только вот здесь и сейчас. Мы видим, что при таком варианте у нас разряда останется на 21 день 22 часа, то есть в часах. У нас есть здесь потребление и отдача. Есть у нас управление розеточками, есть управление DC и Type-C. Здесь мы отсюда можете включать и можете выбирать, ну вот DC 12 вольт еще можем отключить. Можем включить блок розеток. Вот, пожалуйста, он клацает. И включить 50-60 ватт. Также в настройках мы можем включить режим зарядки. Это тихий режим, стандартный режим и быстрый. Мы используем быстрый для того, чтобы он там за 2 киловатта за 1 час, грубо говоря, заряжался. Есть эко-режим и есть эко-режим время выключения. То есть он через время будет выключаться в зависимости от времени простоя. То есть очень классная тема. Можно сделать его через Wi-Fi девайс, можно через Google подключиться. Есть разные варианты входа. Вот, пожалуйста, Wi-Fi. Вот он подключился онлайн. Вот он у нас есть через Wi-Fi. Не только через Bluetooth, но и через Wi-Fi он включен. Изначально при сетапе он у нас заводится на Wi-Fi, то есть установка очень простая. Хорошо, Леночка, нам нужны тестеры. И давай, наверное, мы сюда... нет, слушайте. Тестеры потом. Сначала мы сейчас идем и тестируем UPS. Вы меня просили сделать UPS, и мы его сделали конкретно на компьютере, на стационарном. А сейчас мы тестируем UPS. Поясню. Смотрите, он сейчас работает у нас в режиме Power станции. Он отдает заряд на вот это вот чудо, этот компьютер. Мы здесь в биосе. Честно вам скажу, UPS работает по какому принципу? Наш компьютер не должен понять, что у нас отключается питание. То есть мы сейчас работаем. Если вдруг прервется питание, то будет это выглядеть примерно вот так вот. То есть он гаснет. И происходит это даже при мгновенном включении-отключении. Сейчас включится наш компьютер, и я вам покажу, что же такое настоящий режим UPS на этих power-станциях. Мы включаем нашу power-станцию. Она будет одновременно заряжаться. У нас сейчас появится наш BIOS. То есть мы с вами сделали базовые какие-то действия, чтобы вы понимали, что будет, если отключить из питания. И меня просили вот именно протестировать на подключенном компьютере. Смотрим внимательно. У нас есть здесь, видите, значок UPS. Увидели все? Теперь смотрите. Я просто вымыкаю розетку. Компьютер даже не поймет, что оно перешло из розетки на батарею. Смотрите, просто. Все. Компьютер как работал, так и работает. И оно будет включаться, вот это вот, скажем так, питание, видите, пошло на input, у нас там сейчас будет 300-400 ватт, неважно. То есть это уже под конец заряда. Вот, у нас пошло заряжаться и работает. Мы еще раз отключаем, а компьютер ваш не будет понимать, что он потерял питание от сети 220 и перешел на power-станцию. Это мгновенное переключение, абсолютно мгновенное. Все, возвращаемся обратно. Так, Леночка нам принесла дуйчик. Мы включаем дуйчик. Я вам объясню, в чем фишка. Это наш тестовый дуйчик. Он 2-киловаттный. Мы можем сразу включить во второй режим и посмотреть, что он у нас сейчас потребляет. 1,8 киловатт. Я выключил вот эту штуку.
А, тебе жарко, да? Тебе тепло. Да тут тепло, блин, на всем будет. Давай куда-то отворачивать его. Сейчас все вспотеем, здесь начнем вонять. Короче, 2 киловатта потребляет. Нам при этом хватит, ну это 2-киловаттная станция, хватит на 49 минут. Вот эта штука рассчитывает все правильно. Тут как бы вопросов нет. При этом он может работать опять же в режиме UPS, как мы уже показывали. Да? То есть включилась, он может быть постоянно включен в питание. То есть у вас отключилось питание, заработала эта штука. Включилось питание, он пойдет дальше заряжаться, дозарядит его до 100%, а эта штука будет продолжать работать. То есть 2 киловатта он спокойно выдерживает. На любой розетке это вообще не вопрос. Теперь USB Type-C-шечки. Давайте посмотрим, что у нас там на Type-C есть. Берем кабелечки, включаем. И смотрим, что же реально у нас поддерживают порты. Так, сейчас мы все увидим. Давайте автодетект. Так, Power Delivery 100 Вт, пожалуйста, 20 вольт, 5 ампер. Поддерживает Power Delivery 3, Power Delivery 2. У нас поддерживает Quick Charge 2 до 20 вольт, Quick Charge 3 до 20 вольт, Samsung до 12 вольт, Samsung HFC, FCP 5 вольт, 9 вольт, SCP до 40 Вт, 12 вольт, 4 ампера. МТК PE 2.0. Кроме ОПА, он поддерживает абсолютно все стандарты зарядки на порту первом. Смотрим порт второй. Второй порт полностью аналогичный. То есть он сейчас появится у нас Samsung, когда он AFC протестирует. Отличная пауэр-станция. Я уже делал обзор на All Powers, и, честно говоря, я прям вот восхищен этими станциями. То, что они могут, для меня это очень-очень важный момент. Пожалуйста, смотрите, все включили. Так, теперь нам нужно проверить Type A. Я сейчас я камеру поставлю. Так, сейчас автодетект, давай мне камеру. Я сейчас покажу ребятам по автодетекту. Тут немножко неудобно нам показывать. Но мы видим Quick Charge до 12 вольт, 2, 3. Есть FCP, сейчас FCP есть, Samsung AFC есть. Ну, обыкновенный Apple 5 вольт, 2,4 ампера. Ну, как бы, тут и было заявлено. Тут вообще, видите, сколько? Тут 4 Type-A розетки, 4 Type-A розетки и 2 Type-C розетки. Очень круто. Ну, то же самое. Все то же самое. Ничего нового по тестам у нас не показывает. А вот это розетки 12-ваттные. Здесь мы это уже поняли. Вот они, обыкновенные, которые... Нет, проектор слабый. Кофеварку тащи. Только без воды. Хотя с водой со стаканчиком. Так, смотрим. Да, здесь вот то, как и было заявлено. 18-12 вольт. Здесь все отлично показывает. Слушайте, давайте приготовим кофе, наверное. И сделаем еще... Ты стаканчик нам дашь? Так, смотрим. У нас подключена кофеварка. Давайте мы эту пока на единичку поставим. Смотрим, у нас потребление сейчас будет 1 киловатт. 1 киловатт. Вот эта штука, она дурная. Давайте ее включим. Сейчас она нагреется, посмотрим. Она включилась? Включилась, моргает. Опа, 2,2. 2,300. Держит спокойненько. О, пошло. Он показывает, что она сейчас в режиме пиковой нагрузки. Все нормально. Нагревается. Это называется режим перегруза. Все нормально. Сейчас он... О, есть. Все, упало. Что, попробуем сделать кофе? Слушай, круть, она держит. Попробуем? Ну, сейчас будет кипяточек. 2, 4, 1,2, 1,3. Слушайте, ну она отлично держит. Она отлично держит. Все работает. Блин, ребята, крутая пауэрстанция. А теперь я все-таки хочу увидеть защиту от перегрузки. У нас же есть куча защит, да? Сейчас пробуем еще разочек, и она должна выключиться. Больше 3 киловатт в пике было. Видела? 3,3. Все.
перегруз. Есть, отлично, у нас есть защита, мы красавчики. Ребят, давайте пройдем, прорезюмируем данную пауэр-станцию и вот данную солнечную панель, которую мы с вами уже рассматривали. Все, переходим. В качестве выводов скажу, я не то что рекомендую, а просто топчик. Вот портативная солнечная станция, для нас она вышла обалденная и, честно говоря, мы рекомендуем. Ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.